Итак, я точно определилась, где я. Подхожу к отметке уреза воды 54 на Рассохе. До Ясачной осталось примерно 25 километров. И там по Ясачной 35 километров до поселка Нелемное. Того 60 километров до Нелемного. И там еще 50 километров до Зырянки. Того у меня еще 110 километров сплава. Надеюсь, до Нелемного уже завтра дойду. Если не будет никаких катаклизмов. Но погода вроде нормальная. А вот на берегу мне встретилась рыбацкая избушка. Здесь река одним руслом, метров 70 шириной. Ну, она уже давно так течет. Вот. Крутые берега с этой стороны. Вот такая избушечка. Ну, вполне. Кто-то здесь немножко шарил. Почему-то соль валяется так. Нет, так вообще отлично. Ну, окна, конечно, оборваны. Но это все чинится. Так что, если не погода... Сковородочку можно жарить. Печка рабочая. Ну, отлично. Ну, великолепно. Ну, погода отличная. Я, конечно, иду дальше. Ну, а если у кого не удалась рыбалка, тут можно поймать вот сайру, пожалуйста. Ну, у меня пока еще есть хариус, сахар. У меня только соль кончается, но я думаю, достаточно хватит. И вот такая здесь лодочка, ветка. Обита железом. Даже не обита, она просто из такого листа металла. Только фальшборта деревянные. И два шпангоута. Ну, деревянная. Такая лодочка. Грибочки красивые. Вот тут уже лоснички бывают. Лосники еще не делают. Арктуз даже здесь весь покраснел. Представляешь, что делается в горах. Встретила вот первых людей с поселка Нелемное, да? Вы на рыбалку, да? На рыбалку. Вот. Рыбачить, охотиться. Поедем поохотимся. Вот человек справляется с умана. Женщина. Так приятно. Людей ведь, меня угостили хлебушком. Вообще, как раз я так соскучилась по хлебу. Только у меня сухари стали заканчиваться. Это всегда так бывает. А вас как зовут? Меня Боря, это Миша. Ага. Очень приятно. Меня Марина. Ну вот, 26 дней, получается, я не видела людей. И вот первая встреча. Классно, так приятно. Соскучилась я, конечно, по людям. Сейчас на первый же хороший берег. Как раз уже 2 часа, мне пора обедать. И буду есть хлебушек с маслицем. У меня масло еще осталось топленое. Все, начались обитаемые берега. Вот еще какое-то зимовье. Старое.
Вот такая отмель. Берег, который заливался водой. Смородина. Здесь тоже красный шиповничек. Остановлюсь я тут на обед. 23 августа. Теплынь, безветрие. Даже грести в такую погоду не хочется. Такой шикарный просто денечек. А рябчики здесь не пуганые. Да, возле каждого зимовья вот такие лодочки. Надо же, весла. Какая она легенькая, классная. Эх, уже шпангоуты отлетают. Ну, тяжелая, но поднять можно. И перенести куда-нибудь. Весло-то какое, а? Оно... А нет, оно без поворота. Высокое какое. Ведь это же из цельного куска сделано. Это да. Одно вот такое острое. Другое. Не, это тоже острое. Тоже острое. Тут вот второе весло, немножко другое. Ну, это... О, а это, кстати, тяжелее. Ну, это обычно к палке. К палке просто две прибиты деревяшки. Дощечки. Вот такие. Приспособления тут для рыбалки. Да, берег сильно размывается. И вот здесь лодка стоит. И вот тут, прям рядышком, не видно. Зимовье маленькое. Сейчас посмотрю его. Вот и избушечка. Ну да. Как всегда, медведи, они зимой обязательно. Ну, не зимой, а весной, не знаю, когда. Выворачивается он. Снова окно сломано. А так вполне. Печка на месте, труба на месте. Все здесь разобраться. Можно жить. Интересно, когда строили зимовье, видно, не думали, что оно так вот, как далеко оно, видно, стояло от берега. А сейчас вот скоро его просто смоет. Земля трескается прямо уже около самых бревен. Сруба. Сеть старая. Вот, кстати, поплавки из бересты сделаны. Самодельная сеть. И течет река Рассоха.
А мисочка-то, похоже, еще старинная, оловянная или алюминиевая. Да, не, она алюминиевая, легкая. Вот такая. Ну, кстати, если вот борта предыдущей лодки были сделаны из металла, то это вот целиком деревяшка. Деревянные борта. Вот так. И днище. Днище тоже деревянное. Ну вот ближе. Такой вот мели. К берегу пологому стоят. Я думаю, это вешало для сети. Для сетей сушить. Не знаю, вялят ли на них рыбу, но скорее сети развешивают. Все, пора мне дальше отправляться. Обед закончен. Низовье Рассохи — это вот такое спокойное течение. Берега либо галечные, песчаные, заросшие вником, либо вот такие крутые, обрывистые, но трудно забираемые. Трудно на них высадиться, хоть они кажутся высокими, коренными. Там тоже все в зарослях подлеска. Остается где-то около 8 или 10 километров мне до устья. До впадения в Ясачную. Сегодня, надеюсь, к вечеру доплыву. Здесь, в низовьях, уже любой хороший бережок уже обустроен зимовьем. Вот еще одно место. И, как обычно, всегда на таких рыболовных стоянках такие лодки, ветки. Это металлом обшито. Тоже какая-то не очень целая. Трава заготовлена. Вот такой домик. Вот это да, вот это действительно уже близко к цивилизации, раз появились замки. Однако он просто висит. Ой. Да, тут прям имущество. Избушка не разорена. Ой, жилая. Такие прям стильные. Можно жить. Вот я узнала, где нахожусь. В Верхнеколымском районе. Да, здесь есть даже сгущенка. Нет, я сейчас ничего не буду брать. У меня все есть. Все есть. Какое произведение искусства. Вот это да. Туесок из коры. Ой. А ведь это он украшен конским волосом. Вот это да. Какой легенький. И даже какой-то узор здесь. А нет, это сшиты. Это береста, пласты бересты сшиты. Ну, вот таким вот красивым швом. Как дно сделано. Здесь прям какая-то еще вставочка.
Да, какой-то рукоделие или рукоделицы делали. И ведь это сшито тоже волосом. Волосом. Вот. Нитки сплетены. Сплетены из волоса. Вот какой туесок. Классный. Просто так мне нравится. Очень. Еще здесь на стоянке есть самовар. Такой вот древний, по-моему. Вполне его используют. Как такую печку-щепочницу, что ли. Явно. Там что-то, в общем, кипятят над этим самоваром. А еще здесь вот такой лабаз на ножках. На ножках, на обтесанных лиственницах, чтобы не залезали туда всякие звери. А можно хранить продовольствие. Сейчас там ничего нет. Вот так. Вот такой лагерь. Встретилась с Павлом. Тут чай попили прямо посреди речки. Вот. На рыбалку первый раз. Осенью, да? Да, Нельма, может быть, будет. Вот. Такая красивая молодая лайка, да? Да. Как зовут? Айка. Айка! Ой, у меня была знакомая лайка Айка. Надо же. Здорово. Ну ладно, давай. Ладно, Сейчас счастливо. там Андрей с Олесей приедут. Километр до впадения в Ясачную. Вон, вот там уже она, Ясачная. 7 вечера, но, надеюсь, буду на стрелке как раз на закате, а может быть даже раньше. Там уже слышны моторки, такое движение. Вон, солнышко садится. Подхожу к месту слияния. Вот такая ширь Ясачной. Солнышко коснулось горизонта. Все, причалила на стрелке. Вот она, Ясачная. Итак, я нахожусь на месте слияния двух рек. Рассохи и Ясачной. По Рассохе сплавлялось 10 дней получилось. 10 дней, включая 2 дневки и 1 полудневку. 247 километров по описанию Рассоха. Но мне кажется, больше со всеми петлями, я еще померяю. А начинается Рассоха. Сплав-то я начала еще выше, с озера Дарпир. По одному из истоков Рассохи. А она начинается слиянием двух рек. Улахан-Нагаяна и Сумуна. Вот оттуда 10 дней я сплавлялась. От места слияния этих двух рек. Только что познакомилась с Олесей и Андреем, юкагирами из поселка Нелемное. Они приплыли сюда недавно и вот сейчас пошли на моторке ставить сети. Малым народностям, вот юкагирам, можно. Не запрещается добывать рыбу с помощью сетей. Вот они где-то там сейчас ставят сети. Вот. Стоянка
Здравствуйте. Здравствуйте. Мне рассказали, что человека нашли. Это дом никто не живет, только они взяли Олеськини. Только на рыбалку, да, приезжают? Да, хотя новые крыши делают, новые чудеса. Да. Сколько домиков-то? О! Какая. Не знаю, как назвать. Роса, может быть. Вот это да. Это кухня. Вот это да. Корой крыто. Чё он такой? Здесь, наверное, рыбу коптят. Вешало вот. Ну, и дырка для выхода дыма. Вот это да. Интересно. Ой. Это Люба. Тетя Олеся тоже из поселка Нелемная. Приезжает тут тоже помогать. А это уже скипел. Вот сейчас моя племянница придет, Олеська, она такая. Разговаривает. Ага. Вот он, основной дом. Какая верша, что ли? О, прям Сыр шуняете, видите? Духота. хоромы. А как это будет? Открыто, да? Ага, да, здесь. О, печка огромная. Раковина целая. Да. Даже зеркало. Даже зеркало. Здесь книга, вообще миллион книги. Здорово. Они классно Ага. Очень вкусные пельмени. Самодельные. Качают. Огурчики местные. И маслята, как сказали, тоже. Прямо у них растут соленые маслятки. В общем, перекусываю пока. Хлеб из местной пекарни. Мне, видимо, тоже вот такой как раз подарили. А это, видимо, гараж для бурана. Для снегоходов. Вот здесь тоже печка, чтобы, мало ли, ремонтировать их в тепле. А это, похоже, банька, что ли? Да, столько воды. Точно баня. Банька. Все тут есть. Просохи границы нет. Все, Сверни не хочет. Хочет с нами. Ну никак.
Олеся и Андрей – жители поселка Нелемное. Оно расположено примерно в 50 километрах отсюда, ниже по течению. Олеся – коренная юкагирка, а Андрей родом с Донбасса, но жил здесь с детства и уже вполне местный житель. А тут места, это еще вот дедушка ваш, да, вот здесь же ловил. То есть это все такие родовые места, да? Про там только жили в палатках, Ага. типа чуму, вот там вот, его родители. Потом мы в палатках, потом дедушка решил домик построить. А с того домика ушли, потому что обрыв стал подходить. Ага, размыл, да? Да, размывать стал. И сюда вот тут построили. Нелемное, ты знаешь, уже третье место. Это а уже мы как, третье место. А мы как раз сейчас на первом стоим. А мы на первом, На да. стрелке Рассохи и Ясачной. Здорово. Да. Когда тогда юкагиров заставляли переселяться в дома, Ага. чтобы жили. А Нелемное почему так называется? Потому что на Нельму много рыбы было. А. Богатая река рыбы. Ага, понятно. Коренным народам разрешено ловить рыбу сетями. Что можно сказать? Притопило, значит, есть? Или У меня как? что-то рыбы не видать. А, Это наплава плохие. Современные наплава вообще плохие. Самый хороший наплава это с бересты. наплава называется, да? Да, вот сверху, который сверху Мгм. идет. Наплава. Я в какую сторону? Правым веслом корму развели. Олеся родилась, всю жизнь прожила в Нелемном, работает в школе лаборантом, учителем ИЗО и музыки. Вот. И в школе, она говорит, учится 26 человек детей. В классе может быть 1 или 2 ребенка. Самый большой класс 5 человек. Назад можно. А теперь этим веслом назад, левым. Куда я поставить? Ага, я сразу. Да. Андрей работает в котельной. Так что рыбалка для них это отдых, дополнение к пропитанию. Это чир. Чир. Ага. Держи корму так вот. А это кто? Тоже чир? Ага. Только чтобы ну, перпендикулярно. А то будем эти перпендикулярно. Я не могу, все это мешает. Вот этим веслом греби больше. Правым. Селенок-то уже нет. Перпендикулярная. А получается сеть, она просто на плаву, что ли, держится? Здесь течения нету, да? И... Да, ставить сеть обычно, где течения нет. Это просто места еще надо знать. О, а тут пошли берестяные наплава, да? Коряга, что ли? Такой ощущение круто. Нет, внизу. О! Что такое? Свежий совсем.
Вон еще видно. Ух ты. Что она так запуталась? Ну тут это, как качка, что ли. Качка? Ну не качка, это может этот. Просто она вот к этой. Этой. А вот другие жители поселка на этом месте имеют право ставить сети? Или вот это только ваш? Если какое-то место, то разрешение. И разрешение надо, да. Как бы, ну если родовое. Ну, у нас обычно люди совестливые, сильно не влезают в чужие места. Ага. Если за кем-то закреплено место, то уже. Да, так уже неплохо. Это все чиры? А сети вот частично самодельные, да, получается? Ну, вон, веревку, бывает, брус, кольца. И сколько ячея? Это 65 миллиметров. Ага, 65. Как вот, 7 рыбин с одной сети, нормально? А что жаловаться на жизнь? Сколько речка дала, столько и радуемся. Да, ну то есть, в принципе, это бывает гораздо больше, да? Да? То есть это так, среднее, да, считается? Понятно. Вперед пойдешь? Веслом левым. Попалась. О, а тут и щука тоже водится. Какая короткая она. Необычная. Не, ну она толстая, но короткая. Малепусенькая попалась. Это верно, мой обед. Так, это тоже чир. Ну, тоже похоже чир. Маленький. Очень говорят, подчинок. Подчирок, да. У нас подлещики есть, а тут подчирки. Пелить. А как вы их различаете? О, она такая к хвосту сужается. Нет, да, видно различие. Чили белее. Такая вот. Ну, пошла добыть. Уже из этой сейчас полезет. Кастрюли. Может сразу уху, Андрей, да, смотреть? Да. Почти. А вот как часто вы приезжаете на рыбалку в это место? Постоянно, как есть возможность. Работаем. А время отпуска постоянно тут. Ага. А какое все-таки лучшее время для рыбалки? Осень. Осень, да? Ну, сейчас уже считается осень начало.
Можно сказать, поздней осенью. В середине сентября. Ага. Да, Андрей? Рыба тогда не портится, заморозки. А сейчас мы то, что наловили, надо посолить и съесть. Ну что, думал, мы тебя бросили? Эй! Будь здоров. Возьми, возьми рыбку. Ой, какой деликатный. Ну, не знает, как взять. Ну, возьми. Ну, ладно, вот так, на. Бери. Собака, друг человека, его тоже в первую очередь надо кормить. Олесь, покажи еще раз, пожалуйста. Какой чир, какой Вот чир, подчирок. подчирок маленький, да? Вот такой вот он. Да. Это пеледь. А, вот она такая толстая. У них мордашки разные. А, вот. Да. Чир, пеледь. И она такая плоская. Не плоская, а такая, ну, Вот еще пеледь. расширяешь. А вот это расширяешь. уже большой. Это уже чир. О, большой чир. Это уже чир, да. Вот это да. Большой чир. Во какой. И щука там, вы знаете. Да. Ну, щуку знают все. Щука знают все. Меня кусала щука. Кусала, когда Кусала. из этого. Я нечаянно пальчик в рот запихала, а он цепанул. А, ну да, и бывает блеснул, снимаешь. Ну, щука известна Небольшая. всем. Да. Да, такая. А попадаются у нас вот такие крокодилусы. Вот такие. Угу. Да, что мыло? Сейчас все равно рыбу чистить, что мы грязные, что ли? Такие, Хорошая рыба. да. Это нельма чир. Но Нельму не поймали сегодня, да? Нельму не поймали сегодня. Это редко она попадается. Ага. Осторожная рыба, хищная. То есть чир он такой, да, самый? Ну да. Из этих. Он и жирный, и белая рыба, как обычно старики называли, белая рыба. Белая рыба. А Белая. пелить? Пеледь, шокур. Второсортная рыба. А считается. почему? Ну, в основном она сейчас стала заражена фенозой. А, Очень много паразитов на ней бывает из-за этого. из-за этого. Но если она чистая, из него делают юкол. Юкол. хорошо. Ну, сушат, да? Сушат юкол делают. Ясно. С икрой. Толстая пузо, самка, значит. Икра, да. такой, да. А это Это шок. Эй, пеледь. самка. Тоже самка. О, нам повезло, много самочек, да? А вот это вот А, самец. самец. Самца одного возьмем, одну самку на уху. Ага. Самец обычно жирнее. Ага. Здесь сейчас что будем делать? будем. Это, вот это куски на уху. Дёргать. Думаешь, что же? А это картошка с вашего огорода, да? Да. Да, с землей плохо, да, у вас? Да, земля у нас Тяжело. бедная. Тяжело выращивать, да? Не, реально у нас земля бедная. Тяжело выращивать. Еще болотистое место у нас. Угу. Постоянно огород оседает, землю возить это очень тяжело. Навоза нету, коров не разводим. Понятно. Да, даже вот такие маленькие, все идет в дело. Да, ничего не бросается. Ага. Молоки. И печеночку сейчас желчь берем. Да, главное, чтобы желчный пузырь не разрезался. То горько будет. Кишки жирные, вкусные. У щуки именно, да? У щуки, у чира, у нельмы. Угу. Только вот, говорю, у белой рыбы, у хорошей чистой рыбы берем кишки. Сейчас его прочистим, умыем. Местные кальмары Колымского края. Да. Это на засолку на всю зиму, да, вот подожди, можно подожди. хранить? Нет, это не на зиму, это чтобы сейчас, в ближайшее время съесть. А, чтобы не испортилось. Пацана, можешь икру ложить. Ой, икра. Собакам голову. Вот сам бросай потом.
Вот он самец, что ли? О, самец, походу. Да, худенький, худее. А на пятиминутку что нужен? Самец? Самца надо, но он жирнее, А, вкуснее. ага, ага. А самка же, когда не рестится икру, она же худее. Ага. Всё равно как-то. Верно, уйди. Это мы для чего так режем? Чтобы сделать пятиминутку рыбу посолить, быстрого посола. Просто филе отделяем Филе, от да. костей. Да, возьму только филе. Вот спинку вот она, эта жирная. Все. Смысл сколько брось. Нежнейшая. У меня уже слюни потекли. Мое орудие труда. Какой-то особенный нож или? Не, обычно. Нет, обычный. Просто к ножу привыкаешь одному. Ну да. Как-то. И все. Сейчас нарежем на брусочки. И быстрее просолилось. Если жирное, то мягкое становится. Ну, быстро портится, да. Чем больше жир. Это наша юкагирская суши, да? Соль. Угу. Я все, что нашла дома тут, то и взяла. Перец черный, ну это обычный. Вот. Лаврошку добавим. Так, пяточку. Масло. Почему? Потому что добавим немножко уксуса. Это прям уксус или разведен? Это, нет, ну эссенция это, уксусная. прям эссенция. Эссенция, да. То есть это очень такая. Да. И добавим лучка свежего. Ой, я уже чувствую, как пахнет. Сейчас мы перемешаем, оставим. Час или полтора постоит и уже будет есть. Пятиминутка, да, называется? Да. На самом деле час готовится. Ну да, лучше простоится. Да. Это Для изготовления юколы так, да? А, снимается просто тоже филейка. брюшки берем. Тоже его подвялим сейчас. Чистую, да? Чистое, ага. Такое только ела. Вот как делают, первый раз вижу. Меня угощали такой. Ну, сухой же. А еще берут, когда немножко подвялится, подсушится, прямо на сковородке в растительном масле жарят, прям кусочками такими обрезают порционными и жарят. Очень вкусно. Она дымком напитается, эта рыбка. Я видела по телевизору в Чукотке, типа юколу делают, но они как-то елочкой режут. Я пробую, не получилось. У них же большая рыба, там кита вот это вот. Вот это надо обрезать. Сейчас стряхнем и повесим. Пускай. Самое вкусное, конечно, юкола из вчера. Она жирная.
смешивается, вялится. Нось. О, по-таежному. Корка. Просолилась уже, да? Тарелку можно промывать. Пятиминутка, которая час все-таки солилась. Сюда, да? Вот это вот, как вот это называется? Это просто... Пятиминутка рыба. На быструю руку засолка. Это во рту тает. Видишь, свежая рыба. Мягчайшая, вкуснейшая. О, Люба, она же желудочек. такую экзотику не ест. попробуем. Попробуй, как кальмар. А, это кальмар, вот тот Как самый. Типа кальмар. Желудочек рыбный. Ну, попробуй. Она мягкая. Вкусненько. Обалденно. А когда их собираешь, жаришь на масле, побольше лучка. Во. Собственный жир, когда рыбе. Да? И вот кальмар, он бывает более жесткий, я не знаю. А вот этот легко раскусывается. Ну, просто вообще. Это дедушка строил еще. М. Сейчас даже умельцев, которые умеют снимать кору, прям пластами, чтобы сушить их правильно, выпрямлять же их надо. Уже умельцев-то и таких нет. А сейчас, говорю, никто не может вот эти вот пластами снимать-то. И когда костер делаешь, он сразу сюда высасывает. Надо намешала эту рыбу. Да. Тут прохладно, когда вот сейчас жарко на улице, здесь Не прохладно. особая какая-то атмосфера, да, себя пахнет. Да. Нары делали. Все лето раньше здесь жили, да? Жили, ага. Или когда дождь шел, он же как бы без дырок был. Бабушка ставила сюда печку Ага. и жарила ладушки или рыбу. Ага. А мы сидели вокруг тут, и она историю еще нам рассказывала. Какое прекрасное было детство. Наплава до сих пор используются берестяные и считаются лучше, чем вот такие. Голубика уже переспелая. Листики покраснели от заморозков. Сладкая. Собираем ягоды. А на ужин у нас оладушки. И не простые, а с икрой. Прям в тесте замешанная икра была. Вот такие вкусы. Ну, уха, конечно, продолжение икры. С голубичным вареньем на десерт. Рыбка плещется. Погода снова райско солнечная. Ну вот, попрощалась я с замечательной семьей Олеси, Андрея, Любы, которые живут в селе Неревном. И продолжаю путь по Лисачной. Мне осталось 85 километров прогрести до поселка Зырянка, откуда я уже улечу на самолете. Погода хорошая. Фу-фу-фу, пока ветра нету. Ага. Ох, ничего себе! А боком его. Ух, какая! Вот это да! Красивая! Здорово! Вот такая мельма тут водится. Течение, конечно, здесь поменьше на Ясачной, чем на Рассохе. Но ничего, есть течение, отлично. Это все из чего? Из чира? Рыба чир, да. Все чир, Вот да? это чир, вот это уже шокур. Шокур. Сик. Ну, сик можно назвать. Шокур это маленький? Нет, это вот хребты их и брюшки. Тоже чиров, да? Нет, это вот с них, с этой же рыбы. Шокуровые, А, шокуровые. да. Это очень жирные сейчас растения. Ага. Вот эти. На высоком правом берегу Ясачный стоит поселок Нелемный. Вот моя лодочка причалила. Моторки. В общем, цивилизация. И вот там видны дома.
Посмотрю, как живут здесь люди. Вот такой тут транспорт. А как здесь только в теплицах, в открытом грунте помидоры никак? Как не Ух, вообще! Ух, красота! Я просто перестал следить. Вот видно старые двухэтажные дома, они вон с печками. В селе Нелемном проживают где-то 250 человек, и из них 130 это юкагиры. И вот это село единственное в России, где проживает компактно вот так много юкагиров, 130 человек. А всего их по России осталось где-то 1500. Этнокультурный центр. Да, красивый тут вид открывается с берега, в котором стоит Нелемное. И дорожки тут вдоль берега идут, парковые, можно гулять. Под ногами шикша. Рикша. Прошла час от поселка, солнце закатилось. И на первом месте, который мне говорили, что можно встать, решила встать. Дальше уже не плыть, а то темнеет, плохо вижу. На мель вылетела. И вот тут хорошее место. Чум. И главная избушка. Сейчас посмотрю, в каком состоянии. Сюда вода вон заходила. Здесь вон вал плавника на берегу. Ну, дров полно, значит. Сейчас посмотрим. Так. Просто на скалу закрыто. О! Великолепно. Печка огроменная. Сейчас я ее затоплю. Костерок на улице. Кровати тут, пожалуйста. Замечательно. Просто великолепно. Только, о, даже от медведя на окне какая проволока колючая. Ну все, можно спать вообще спокойно. Еще домики появились. Под вечер ветер стих. До Зырянки остается 10 километров. Только здесь, недалеко от устья Колымы, появились березки белоствольные. Прохожу поселок Верхнеколымское, он в 3 километрах выше по течению Исачной от Зырянки. Здесь ширина реки уже метров 500, наверное, может 600 даже. А вот уже показались портовые краны Зырянки. А впереди, за поворотом, какие строения. Огромные просто. Все, я практически у впадения Исачной в Колыму. Вон впереди простор, это уже Колымский. Да здравствуешь ты, Колыма! О, вот за поворотом видно уже все, слияние за этим мысиком.
Вот здесь основные дома. Моторки снуют. Вот оттуда я пришла. Боржа перекрыла проход. Ну так, не совсем, конечно, тут вокруг нее очень много места. Она поперек просто стоит течение. Все, впадаю в Колыму. Путешествие завершено. 27 августа. Центральная площадь поселка Зырянка. Итак, свое путешествие по Якутии и Колымскому краю я завершила в поселке Зырянка. Месяц продолжалось мое путешествие. Пройдено пешком где-то 150 километров, сплавом и по озерам 450, итого около 600 километров пути. Последние 5 дней стояла хорошая погода, и вот, когда я прибыла сюда в поселок, пошел дождь, налетел ветер, мне погода благоволила. Путешествие завершено успешно. Ну, конечно, как не отметиться у памятника первопроходцев. Вот он здесь, на стрелке Колымы и Рассохи. Первопроходцам, открывателям земель Дежневу, Зыряну, Стадухину. Вот оно, слияние вод Рассохи и Колымы. Вот. В Колыме мощное течение, более мутная вода. А здесь на берегу старые дома, которые уже разрушаются. Вот еще тополь тут держит землю. Так, конечно, здесь обрыв и все размывает. Вон уже повисли в воздухе бывшие строения. Да, время, ветер, волны не щадят ничего. Вот старая часть поселка здесь, но она уже не жилая. А Колыма несет свои воды в Северный Ледовитый океан. В конце лета из поселка Зырянка вылететь непросто, но мне удалось попасть на этот рейс. На следующий же день я лечу в Якутск. Погода испортилась, но в душе остается радость и щемящая тоска по прошедшему путешествию. И я говорю: до свидания, Колыма. Дай бог еще свидимся.